Виза О1 в США. Ее называют виза талантов. Многие думают, что О1 подходит только для нобелевских лауреатов. На самом деле О1 доступна для художников, артистов, инженеров, предпринимателей, спортсменов, писателей, инфлюенсеров и вообще профессионалов своего дела. Меня зовут Данил Тонкопий, и это канал «Я мигрант». Сегодня мы обсудим, как можно получить визу О1 и что для этого нужно вместе с лицензированным адвокатом, который работает в сфере иммиграции в США с 2000 года. Татьяна Арестова. Добрый день, здравствуйте, Данил, здравствуйте, зрители и слушатели. Татьяна, что такое виза О1 и кому она подходит? Спасибо за вопрос. Вопрос сложный. Сразу предупреждаю, что тема будет не быстрой. Виза О1 прежде всего делится на две больших категории. Есть виза О1A и виза О1B. Значит, это достаточно разные визы, хотя есть люди, которые подходят под обе категории. Давайте сначала разберем визу О1A. Итак, эта виза подходит людям, которые способны закрыть 3 критерия из перечисленных в законе. Какие это критерии? Критерии связаны с подтверждением выдающихся способностей, поскольку виза О1 предполагает, что человек обладает экстраординарными, выдающимися способностями и может это доказать, что самое главное. Здесь важно сделать такую ремарку, что слово «способности» в данном случае не означает ваш потенциал. Более правильно было бы называть эту визу визой достижений. То есть нужно показать достижения в своей области, которые вы набрали в профессиональном плане. Итак, первый критерий, о котором стоит поговорить, это награды. Если вы получили значимые награды в своей области, вы можете подтвердить значимость этих наград, у вас есть материалы, подтверждающие эти награды, то вот этот критерий, безусловно, отличает вас как человека с выдающимися способностями. Второй критерий – это членство в организациях, которые требуют выдающихся достижений. И не просто требуют выдающихся достижений, а требуют достижений по оценке экспертов в вашей области. То есть это элитные организации и сообщества, куда нельзя просто так записаться, а куда вас приглашают как особую честь, как особое отличие. И членство в этих организациях тоже должно быть на уровне, показывающем ваши выдающиеся способности. Очень важный критерий – это средства массовой информации, которые пишут о вас. Вам нужно продемонстрировать известность. Если о вас пишут известные газеты, журналы или порталы интернетные, в которых, опять же, есть редколлегия, есть люди, которые решают, писать о вас или нет, и вот они выбрали вас как предмет общественного обсуждения, тогда действительно такие публикации являются доказательством ваших выдающихся способностей. Четвертый критерий, о котором вы можете подумать, это участие в оценке работы других. Если вы сами были судьей, судили какие-нибудь соревнования, события, то, опять же, это должно делаться на уровне, подтверждающем ваши выдающиеся способности, и в этом случае этот критерий тоже можно закрыть с помощью доказательств о том, что данные соревнования являются, во-первых, организованы известными игроками в вашем профессиональном пространстве. По каким критериям вообще туда отбираются судьи, почему вас туда пригласили? Важно осветить этот момент. Важно осветить, кого вы судили, кого вы отбирали, по каким критериям. Также вы можете показать, кто еще был судьями на данном соревновании. Вот весь этот материал помогает закрыть этот критерий. Следующий важный критерий, который вы можете закрыть для визы O1A, это вклад, значительный вклад, который вы внесли в свою область. В этом случае нужно продемонстрировать, что вы имеете, например, какую-то уникальную методику, методологию. Может быть, вы что-то открыли и запатентовали. Может быть, вы внедрили какой-то необычайный процесс или проект, или способ, который другие люди могут оценить, похвалить, подхватить и развивать дальше. Значит, соответственно, для доказательства этого критерия очень важно предоставить рекомендательные письма, которые будут подтверждать, что действительно ваш вклад в вашу область является известным, является значительным, подробно опишут ваш вклад и опишут, какую пользу ваша инновация приносит человечеству. Вот это вот критерий, который называется вклад. Далее критерий, который доступен не всем, но многие его закрывают, это критерий, связанный с публикациями. Если вы публиковали научные работы, если вы публиковали тексты, ориентированные на профессионалов в своей области,
публиковали на известных форумах, платформах, которые посвящены вашей научной области или вашей области деятельности, если вы публиковались, естественно, в значимых научных журналах, то тогда вы можете закрывать этот критерий с помощью ваших публикаций. Еще один важный критерий – это лидирующая роль в организации с позитивной репутацией. Если вы возглавляли отдел, или возглавляли фирму, или возглавляли стартап, организацию, студию, даже если вы были капитаном команды спортивной или еще в другом каком-то качестве играли лидирующую роль в каком-то коллективе или организации, которая очень важно имеет позитивную репутацию, то в данном случае вы можете претендовать на закрытие этого критерия. Но опять же очень важно показывать репутацию данной организации, важно показывать, какой вклад вы внесли и каких успехов добилась эта организация благодаря вашему участию. Еще один критерий, который вы можете закрыть, это необычайно высокая зарплата. И здесь вот эту зарплату, необычайно высокую зарплату можно показать или в прошлом, или в будущем. Соответственно, если вам обещается довольно высокая зарплата, то этот критерий можно закрыть с помощью обещаний. И здесь вот мы плавно переходим к одному очень важному требованию для визы О1. Виза О1 требует наличия в Соединенных Штатах либо работодателя, либо агента, который будет размещать вас для предоставления ваших услуг у различных работодателей. Ну, к примеру, например, если вы артист, вы выступаете с гастролями в разных театрах, ваш агент размещает вас в различных площадках для того, чтобы вы там выступали. Понятное дело, что такая договоренность не ограничивается только выступающими артистами. Подобного рода агентская схема или схема подачи документов через агента, она доступна для людей разных специальностей, которые имеют разных работодателей и имеют договоренности конкретные, оформленные в виде документа, который часто называется deal memo или контракт с различными организациями, которые будут пользоваться услугами данного человека, данного специалиста. Значит, это вот виза О1. Виза О1B немножко другая. Она ориентирована более на людей, которые занимаются именно искусством, которое требует представления чего-то. То есть это артисты, это могут быть художники, это могут быть люди, занимающиеся перформансом самого разного характера, но тем не менее, как правило, эта виза представляется именно вот творческим работникам, работа которых связана с представлением своего искусства на сцене. Там немножко другие критерии, там важно показать либо лидирующую роль в каком-то проекте, который снимался и получил позитивную оценку и известность, либо вы должны показать репутацию среди критиков. А также вы можете показать, что критики в принципе хвалят вашу работу и ваш талант. Важно показать средства массовой информации, которые про вас пишут. Также, естественно, награды принимаются во внимание и принимается во внимание высокий доход, а также кассовые сборы. В обоих случаях очень важно для визы О1 не забыть предоставить два документа. Не забыть предоставить, во-первых, то, что называется консультационное мнение. В Соединенных Штатах есть определенного рода организации, которые предоставляют консультационные мнения в разных областях. Они связаны с защитой интересов работников в Соединенных Штатах. Эти организации должны подтвердить, что работа данного специалиста не нанесет ущерба рынку труда и не составит лишнюю конкуренцию американским работникам. И помимо этого консультационного мнения очень важно предоставить экспертные оценки вашего дела, а также важно предоставить график того, чем и как вы будете заниматься в Соединенных Штатах. Нужно предоставить детальную программу, расписать, в каких локациях, где, как вы будете действовать и выступать. То есть вот если всем этим требованиям вы можете удовлетворить, как я уже сказала, не нужно закрывать все критерии, но нужно закрыть 3 из перечисленных, а также если у вас есть достойный агент или работодатель и четкая программа действий, то да, вы можете претендовать на визу О1 либо по категории О1A, либо по категории О1B. Скажите, а вот мы затронули момент, когда человек может не получить. А вы могли бы сказать подробнее, какие, может быть, ошибки чаще всего допускают заявители? Что может становиться причиной отказа
в визе О1, и как этого можно избежать? Ну, смотрите, не все ошибки можно избежать. Иногда человек делает какую-то ошибку просто потому, что он надеется на лучшее. В итоге оказывается, что все не совсем так. Например, заявитель может переоценить значимость своих достижений. Иногда случается, что человек подает заявку. Опять же, мы стараемся подобных случаев в нашей практике избежать, но история апелляций, отказов, тем более в апелляциях, которые публикуются в открытом доступе на сайте Американской иммиграционной службы, говорит о том, что одна из наиболее распространенных ошибок – это переоценка собственной значимости и собственных достоинств. Человек подает документы, прикладывает средства массовой информации, которые писали о нем, иммиграционная служба находит, что данные средства массовой информации не являются лидирующими или ведущими, или даже не отражают выдающихся способностей заявителя, невзирая на то, что сами по себе средства массовой информации может быть весьма известны. То же самое может произойти с конкурсами, с мероприятиями, в которых участвовал человек. То есть субъективная достаточно со стороны офицера оценка значимости ваших достижений не означает, что вы непременно сделали ошибку. Может означать то, что вы разошлись с офицером во мнении относительно того, насколько ваши заслуги или способности являются выдающимися. Если такое случается, иногда нужно бороться за кейс, подавать апелляцию, иногда нужно подавать даже и в суд. В тех случаях, когда иммиграционная служба ошиблась, суд может пересмотреть это решение, заставить иммиграционную службу выдать решение положительное. Например, прочитав решение иммиграционной службы, заявитель, где-то в глубине души понимает, что, наверное, он мог бы и укрепить свой кейс еще, то есть еще поработать над своими профессиональными достижениями. В этом случае имеет смысл кейс просто переподать после того, как вы выиграете еще парочку соревнований или наберете еще какие-то дополнительные заслуги, которые вы можете предъявить. То есть нужно продолжать совершенствоваться и работать в своей области в таком случае. То есть если я предприниматель, допустим, я живу где-то там в своей стране, и я не уверен в своих публикациях или наградах, то есть у меня есть публикации какие-то, но не Forbes, и награды, не Оскар. И я подозреваю, что у меня шансы... Я не знаю, какие шансы. Вот скажите, как узнать, как оценить свои шансы на получение визы У1? И что вообще можно сделать, чтобы повысить эти шансы заранее? Отличный вопрос. Прежде всего, я бы посоветовала самому объективно взглянуть на свои достижения. Далее, безусловно, можно взять консультацию с иммиграционным адвокатом или даже с несколькими, собрать мнение людей, потому что, как я уже говорила, оценка иммиграционного офицера является неточной, она всегда субъективна. Бывает, что офицеру человек понравился, и кейс был одобрен, даже если там не было суперсерьезных достижений. Такое бывает, но рассчитывать на это не стоит. Поэтому если ваш друг или знакомый получил одобрение, то это не значит, что вы вот 100% получите одобрение только потому, что вы считаете себя, скажем так, значительно круче его. Это не всегда так работает. Значит, соответственно, консультации – это первый совет, который я могу дать. Второй совет, если человеку хочется углубиться в тему, то, безусловно, можно найти в онлайне, на интернете базу данных отказов. Иммиграционная служба по апелляциям ведет подробную базу данных, где представлены отказы по апелляциям, и можно почитать, как и почему людям отказали. Я думаю, что в будущих наших передачах мы разберем наиболее интересные из этих решений. Да, мы обязательно рассмотрим самые интересные кейсы, поэтому подпишитесь сейчас на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. А тем временем, Татьяна, можете примерно оценить, сколько времени занимает получение визы О1? Да, безусловно. Виза О1, заявка на визу О1 может подаваться как обычным рассмотрением, так и premium processing, то есть ускоренным рассмотрением.
В случае, если дело подается обычным путем, по сегодняшней практике оно может занять от 2 месяцев до 6. Важно помнить, что в середине этого процесса вам может прийти запрос на дополнительную информацию, где миграционная служба просит либо что-то разъяснить, либо дает вам шанс сдать дополнительные бумаги, если, по их мнению, вы не закрыли какой-то критерий, и дается 90 дней на ответ. Значит, соответственно, этот срок тоже удлиняет весь общий процесс рассмотрения документов. В случае, если вы подаете документы премиум процессинг, то у миграционной службы есть 15 дней для того, чтобы принять решение по данному кейсу. Опять же, либо принять решение положительное, либо выслать запрос на дополнительную информацию. Иммиграционная служба, как правило, не отказывает, не выслав запрос. Соответственно, запрос дает вам возможность дать им что-то дополнительное и закрыть какие-то сомнения или вопросы офицера, которые возникают. И после 15 дней, когда будет получено решение, означает ли, что у меня уже виза на руках? Если решение положительное, то у вас будет на руках одобрение, выданное иммиграционной службой. В случае, если вы находитесь в Соединенных Штатах и подаете свои документы через процесс, который называется change of status, то есть вы меняете свой статус без выезда из страны, например, с статуса B1, B2 на статус O1. В этом случае решение уже окончательное. Вы поменяли свой статус, у вас на руках статус O1. Если вы изначально находитесь за пределами Соединенных Штатов, или если вы, например, не просите поменять вам статус, а выезжаете и получаете вашу визу в американском консульстве, то еще процесс выдачи визы в консульстве тоже неоднозначен. То есть, возможно, и, скорее всего, возможно, что консульский офицер не будет иметь к вам претензий или вопросов и поставит визу в паспорт, но в некоторых случаях консульский офицер может пересмотреть решение офицера иммиграционной службы. Консульский офицер может задавать вам вопросы по публикациям, наградам, соревнованиям, может иметь какие-то сомнения насчет того, насколько легитимны все эти моменты или насколько действительно значимыми они являются. И иногда консульский офицер может отправить ваше дело на пересмотр назад в иммиграционную службу. В моей практике, честно скажу, такого случая не было, но люди приходили с кейсами, в которых такое случалось. Во-первых, это занимает очень много времени, а во-вторых, это неприятный момент, поэтому важно помнить, что все ваши достижения должны быть абсолютно легитимными и не вызывать вопросов у консульского офицера. Также Мгм. помимо проверки и пересмотра решения миграционной службы, консульский офицер может поставить дело на административную проверку. Административная проверка может быть связана как с достоинствами вашего дела, так она может быть связана и с соображениями безопасности. Значит, если у вас какая-то специальность, связанная с чем-то оборонным или биологическим, это тоже может привести к административной проверке. И административные проверки могут занять довольно много времени. Есть случаи, когда они занимали полгода или даже год. Поэтому виза в кармане – это немножко преувеличение. Скажите, а вот после визы О1 есть ли возможность перейти на грин-карту? И сразу вопрос отличия и похожести между О1 и EB1. Сначала отвечу на первую половину вопроса. Сама по себе виза О1 не перерастет и не вырастет в грин-карту никогда. И это касается и всех остальных виз. Никакая из виз американских сама по себе просто с течением времени в грин-карту не превратится. На грин-карту всегда нужно подавать документы отдельно. Значит, если вы хотите подавать на грин-карт по категории B1 выдающиеся способности, безусловно, О1 дает повод к тому, чтобы задуматься об этом, но это не значит 100%, что если вы получили визу О1, то вам непременно дадут грин-карт по категории B1. Опять же, держатель визы О1 может претендовать на грин-карту и по другим иммиграционным категориям, или по категории B2, или по категории B3, и даже по категории EB5. Поэтому здесь уже вопрос о том, по какой конкретно статье, по какой классификации подавать на грин-карт, должен решаться в индивидуальном порядке. Но, тем не менее, подать на грин-карт, безусловно, можно. И, вторая часть вашего вопроса – связь или разница между визами О1 и EB1. Значит, безусловно, чем-то эти категории похожи.
Но различаются они прежде всего критериями, то есть виза О1B, в принципе, основана на других критериях, не тех критериях, которые перечислены для категории B1, а виза О1 имеет похожие критерии с единственной разницей, что вот высокий доход для визы О1 можно обещать в будущем, а для EB1 этот доход уже нужно показать в прошлом, то есть он же должен быть свершившимся фактом. Но невзирая на внешнюю похожесть, на практике применение критериев к заявителям по категориям О1 и по категории EB1, то есть грин-карта, иммиграционная петиция, отличается. Иммиграционные офицеры значительно более жестко взвешивают критерии, если вы подаете на грин-карту. Подача документов на грин-карту предусматривает применение, помимо критериев, еще и стандарта, который называется Final Merits Determination, то есть финальная оценка ваших заслуг. И здесь каждый из ваших критериев, помимо того, что вот определяется, закрыли вы его или нет, он еще и субъективно взвешивается офицером, и офицер решает, вот как на его офицерский глаз, действительно ли этот критерий поднимается в вашем деле на уровень, подтверждающий ваши выдающиеся способности. И опять же, ознакомившись с апелляциями, можно увидеть, что довольно часто иммиграционные петиции и B1 офицеры отказывают именно по причине того, что человек не прошел Final Merits Determination. То есть человеку пишут, что вы закрыли 3 критерия, но мы не можем заключить, что вы действительно один из лучших, поднявшихся на вершину своей области, потому что вот в совокупности все эти критерии не производят такой картины. Ну, с этим решением тоже можно спорить, и тем не менее на это нужно обращать внимание и помнить, что вот никогда результат по петиции B1 не может быть гарантирован, ну, за исключением редких случаев, когда у вас есть Нобелевская премия или Олимпийская медаль. Более подробно про EB1 мы поговорим в отдельном видео. А сейчас, чтобы завершить вопрос и выпуск по визе О1, я хотел узнать, Татьяна, а кто идет к вам с визой О1? Клиенты из каких сфер обращаются и получают, как правило, визы О1? К нам обращаются люди самых разных профессий, самых разных занятий. Мы делаем довольно много один виз для научных работников, для людей, которые имеют, например, патенты, изобретения, публикации. Их приглашают на работу в стартап какой-то интересный, с тоже научной тематикой. И таких виз мы делаем довольно много. Но именно вот этой темой мы не ограничиваемся. К нам обращаются, например, спортсмены, обращаются люди из бальных танцев, дэнс-спорта, обращаются тренеры, обращаются художники, работники бьюти-сферы, безусловно, обращаются музыканты. Также мы делали О1 на продюсеров, на людей, занимающихся музыкальным бизнесом в плане организации этого музыкального бизнеса. Обращаются фотографы. То есть если вы профессионал в своей области, то здесь всегда можно поговорить о том, что, возможно, О1 для вас вариант. Но, опять же, вот мое напутствие всем, очень важно понимать, что вы будете делать в Соединенных Штатах, кому вы пригодитесь. И если у вас есть четкая идея о том, кому и зачем вы здесь нужны, и у вас есть достижения, тогда все должно получиться. Спасибо. Тогда у меня последний вопрос. А насколько у вас дорогие услуги? Мы стараемся держаться в среднем ценовом сегменте. Мы не входим в премиальный ценовой сегмент, безусловно. Но я не могу сказать, что совсем у нас наш ценовой сегмент представлял собой эконом-класс. Я думаю, что где-то мы находимся посередине спектра, стараемся, чтобы, с одной стороны, наши расценки были честными для наших клиентов, но, с другой стороны, они должны позволять нам квалифицированно работать над делом, посвящать ему достаточно времени. Вот в таком балансе стараемся пребывать. Спасибо. И все телефоны, контактные данные, веб-сайт вы можете найти внизу под этим видео в описании. Обращайтесь к Татьяне Арестовой,
Татьяна, спасибо вам большое за то, что так подробно все рассказываете. Спасибо за вашу работу, спасибо за ваше время. Спасибо вам, спасибо, уважаемые зрители и слушатели. Пока.